Мотоцикл, который Ducati назвала эволюцией Майкла Хейлуда, был доказательством того, что иногда даже самые невероятные идеи стоят того, чтобы их реализовать. Это уникальное сочетание старого и нового супербайка началось с эскиза Пьера Тербланша, руководителя отдела дизайна Ducati, который был вдохновлен героизмом Хейлуда на острове Мэн в 1978 году, когда Майк вернулся из отставки и одержал незабываемую победу на своем Ducati. В сентябре 1998 года эскиз Ducati MH900E был представлен широкой публике на выставке Интермод в Мюнхене. После этого Тербланш убедил боссов Ducati создать концепт-байк с футуристическими деталями, включая камеру заднего вида вместо зеркал и стоп-сигналы, установленные в торчащих выхлопных трубах. Мотоцикл сочетал яркий стиль 70-х годов, включая хромированную фару, графику в старом стиле и поддельный поддон двигателя с современными штрихами. В названии мотоцикла Ducati MH900E первые буквы — это инициалы Хейлуда, а буква E означает Evolution. Когда был представлен концепт, реакция была настолько положительной, что Ducati решила запустить мотоцикл в ограниченное производство из 2000 экземпляров ручной сборки. Первая 1000 этого уникального мотоцикла была доступна для заказа в 2000 году. Причем Ducati приняла решение продавать новый мотоцикл напрямую потребителю исключительно через интернет. Сайт Ducati открылся для заказов 1 января 2000 года в 1 минуту первого ночи по Гринвичу по цене 15 тысяч евро за мотоцикл. Первые 1000 единиц были распроданы за 31 минуту. Частные лица совершали покупки в 20 разных странах. По оценке, доля продаж составила 30% в Европе, 30% в США и 39% в Японии. Само производство со скоростью 5 мотоциклов в день началось с опозданием, из-за того, что его планировали наладить в Бимоте, которая неожиданно обанкротилась, и Ducati пришлось найти место на собственном заводе в Болонье. Поэтому первый мотоцикл увидел свет только через год в декабре 2000 года. По этой причине MH900E закончили производить аж в 2002 году. Основой Ducati MH900E стала модель 900SS, которая пожертвовала свой V-образный двигатель с воздушным масляным охлаждением объемом 904 кубических сантиметра. Он выдавал скромные 75 лошадиных сил максимальной мощности и 76 ньютон-метров крутящего момента и был установлен в традиционной стальной раме Ducati птичья клетка. Это означало, что MH900E был далек от передового спортивного мотоцикла, но у него был достаточно грубый старомодный характер, несмотря на приглушенный звук от длинных глушителей под сиденьем, кстати, из-за которых мощность MH900E меньше, чем у 900SS на 5 лошадиных сил. Мотоцикл показал довольно неплохую максимальную скорость, которую зафиксировали на отметке в 220 км в час. Также мотоцикл сочетал в себе достаточно легкое рулевое управление с высокой стабильностью на скорости, которой Ducati была известна в 70-х годах. Мотоцикл может похвастать хорошей современной подвеской, состоящей из передней 43 мм перевернутой вилки Марзотки, ход которой составляет 100 мм, а сзади установлено настоящее произведение искусства. Это односторонний трубчатый маятник очень сложной формы с одним амортизатором Пайолли, который имеет ход 120 мм. За торможение мотоцикла отвечает система Brembo.
Это два 320 мм тормозных диска с 4-поршневыми суппортами спереди и один 220 мм диск с 2-поршневым суппортом сзади. Мотоцикл имеет сухой вес 186 кг. Средний заявленный расход топлива довольно неплохой – 5,5 литров на 100 км пути, учитывая, что на мотоцикле установлен просто крошечный бак, который вмещает в себя всего 8,5 литров топлива. Да, как утверждал сам Тербланш, не каждый гонщик по достоинству оценит эту машину, которая никогда не предназначалась для производства в больших количествах. Однако для настоящих поклонников марки, особенно тех, кто помнит 70-е, было достаточно одного взгляда, чтобы влюбиться в этот шедевр дизайна. Ducati MH900E получился стильным, прекрасно детализированным мотоциклом, который сочетает в себе старое и новое с уникальным колоритом.